Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Сайко Сэм. Ужасное убийство Ричарда МакКроски. Сайко Сэм – это рэп-псевдоним Ричарда МакКроски, воплотившего в жизнь в конечном итоге самые жестокие фантазии о загадочном четверном убийстве, о котором он упоминал в своей музыке. Что такое хоррор-кор? Хоррор-кор – это поджанр хип-хопа, возникший в конце 1980-х, начале 90-х годов, и известный элементами хоррора, а также жуткими и откровенными текстами о таких тревожных понятиях, как насилие, убийство, оккультизм и психологические расстройства. Он разделяет темы фильмов ужасов, темной литературы, городских легенд и настоящих преступлений. Несмотря на противоречивое содержание, подавляющее большинство артистов и поклонников наслаждаются этим жанром как формой развлечения и самовыражения, не прибегая к насилию или преступному поведению. Среди известных исполнителей хоррор-кора и пионеры хип-хопа, например, Эшшам, Insane Clown Posse и Gravity Diggas, а также современные группы, такие как Tech-9, Некро и Брота Линч Ханг. Впрочем, существует как минимум одно заметное и жуткое исключение. В сентябре 2009 года 20-летний рэпер-любитель хоррор-кора, назвавший себя Сайко Сэм, воплотил в жизнь свою ужасающую лирику в жестоком и необъяснимом четверном убийстве. Что заставило Сайко Сэма, или если называть его настоящим именем, Ричарда МакКроски, превратиться из, казалось бы, обычного молодого меломана в хладнокровного убийцу? Ответ, вероятно, заключается в совокупности факторов. Неустроенная личная жизнь, нестабильное психическое здоровье и увлечение темными сферами искусства и культуры стали смертоносным сочетанием. Его звали Сайко Сэм. Ричард МакКроски родился 26 декабря 1988 года и вырос в Хейфорде, штат Калифорния, пригороде Сан-Франциско. В подростковом возрасте МакКроски постоянно переживал из-за лишнего веса и рыжих волос, пытался шутить над своей внешностью, изо всех сил пытался завести друзей, но вместо этого нашел убежище в онлайн-сообществе фанатов хоррор-кора. Пользуясь анонимным покровом интернета, обычно застенчивый и неуклюжий молодой человек примерил на себя роль Сайко Сэма, склонного к кровопролитию психопата, одержимого жаждой убийств. В своей песне The Voice МакКроски читает рэп. «Мне нравится вид гнилого и разложившегося тела. Это то, о чем я думаю, когда выслеживаю свою добычу». Именно благодаря своей сетевой личности и незначительной известности в мире хоррор-кора МакКроски познакомился с 16-летней Эммой Нидерброк, такой же поклонницей этого жанра. Между ними завязалась дружба, которая со временем переросла в виртуальные романтические отношения. Поездка Ричарда в Вирджинию. 6 сентября 2009 года, примерно через год после начала онлайн-отношений с Эммой, МакКроски вылетел из Кастровелли, штат Калифорния, в Ричмонд, штат Вирджиния, чтобы встретиться с девушкой и посетить музыкальный фестиваль. Говорили, что, увидев Ричарда в аэропорту, девочка-подросток разочаровалась в своем онлайн-бойфренде и быстро потеряла к нему интерес. Уверенный в себе, шумный Сайко Сэм, которым увлеклась Эмма, на самом деле оказался застенчивым и неуверенным в себе 20-летним парнем, старающимся изо всех сил установить связи с другими людьми за пределами виртуального мира. Несмотря на отсутствие романтического увлечения, Ричард по-прежнему сопровождал Эмму, ее родителей и ее подругу, 18-летнюю Мелани Уэллс, на музыкальный фестиваль ужасов Strictly for the Wicked.
Мероприятие проводилось в местечке, расположенном более чем в 600 милях от Детройта, штат Мичиган, и группа планировала там присутствовать. Посетители фестиваля сообщают, что видели и Эмму, и Ричарда, которые были узнаваемыми участниками музыкальной хоррор-сцены. Однако никто не помнил, чтобы когда-либо видел их вместе. На самом деле один из друзей Эммы, хоррор-рэпер Розакель, вспоминает разговор, в котором девушка утверждала, что Ричард пугает ее. Но никто не мог себе представить, что способен совершить Ричард, чтобы отомстить девушке, которая, как он считал, привела его через всю страну только для того, чтобы отвергнуть его. После концерта. После завершения концерта группа вернулась в жилище Нидерброков в Фармвилле и планировала провести несколько дней, отдыхая в доме Эммы, прежде чем Ричард и Мелани вернутся домой. Однако по возвращению в Фармвилл гнев и замешательство МакКроски по поводу нескладывающихся отношений с девушкой только продолжали нарастать. Полагая, что он и Эмма были в романтических взаимоотношениях, Ричард был расстроен, обнаружив, что его предполагаемая девушка, по-видимому, больше не хочет иметь с ним ничего общего. Рано утром, 14 сентября 2009 года, Ричард МакКроски с помощью молотка со сферической головкой убил Эмму, Мелани и мать Эммы, Дебру Келли, которые были единственными жильцами в доме. Отцу Эммы, Марку Нидерброку, участвовавшему в поездке в Детройт, удалось избежать расправы, поскольку он был в разводе с женой и не проживал в семейном доме. Жестокое непредсказуемое нападение произошло, когда жертвы садиста спали, о чем свидетельствует полное отсутствие оборонительных ран. Однако, каким бы ужасным это насилие ни было, оно стало лишь мрачным началом в серии странных событий, предшествовавших аресту МакКроски. Веселье продолжается. В 200 милях от Фармвилля, в Инвуде, Западная Вирджиния, Томас и Кэтлин Уэллс были обеспокоены тем, что несколько дней ничего не слышали от своей дочери. Неоднократные звонки на мобильный телефон Мелани оставались без ответа. В доме Нидерброков тоже никто не брал трубку. Итак, 16 сентября, в день, когда его дочь должна была вернуться домой, Томас поехал к дому Эммы и прождал снаружи более 7 часов. Но в конце концов отчаялся и поехал обратно. На следующее утро Кэтлин позвонила в полицию Фармвилля и попросила их проверить, все ли благополучно в доме Нидерброков. Когда стражи правопорядка прибыли на место, они поговорили с Ричардом, который сказал им, что женщины были в кино. Неизвестно, почему офицеры не провели дальнейшего расследования, но поскольку проверка проводилась в отношении совершеннолетнего человека, офицеры не смогли продолжить допрос или настоять на осмотре жилища. Не получив ответа от полиции, Кэтлин позвонила Марку Нидерброку, который жил в соседнем Памплине, штат Вирджиния, и попросила его проверить дом в Фармвилле. Мужчина заверил ее, что поедет туда и позвонит, когда узнает, что происходит. Однако Кэтлин никогда не суждено было получить информацию от Марка. Полиция обнаруживает ужасную сцену. Когда 18 сентября Кэтлин не смогла связаться с Марком, она снова позвонила в полицию и убедила их вернуться в дом. Сразу после 15:00 офицеры прибыли в дом и вошли через парадную дверь, которую Ричард оставил незапертой. Как только полицейские открыли дверь, их тут же окутал неприятный запах разложения. В доме были обнаружены тела Эммы, Дебры, Мелани и Марка. Как был пойман Ричард? Рано утром 18 сентября Ричард загнал седан Honda в кювет, и на помощь ему прибыл офицер с эвакуатором. Когда его спросили, чья это машина, Ричард ответил, что она принадлежала отцу его девушки. На самом деле он угнал автомобиль Марка Нидерброка вскоре после его убийства. Офицер выписал МакКроски штраф за вождение без прав и конфисковал машину. Во время разговора с офицером и водителем эвакуатора Ричард упомянул, что едет в аэропорт, чтобы успеть на рейс в Калифорнию. Позже, в тот же день, когда офицер, общавшийся с МакКроски, услышал, что следователи разыскивают парня, он сразу же сообщил, что молодой человек планировал вылететь из Ричмонда. Эта информация помогла следователям в поисках подозреваемого в совершении четверного убийства. Рано утром, 19 сентября, полицейские задержали Ричарда МакКроски, который ночевал в зоне выдачи багажа аэропорта, ожидая своего рейса на следующий день.
20 сентября 2009 года, на следующий день после того, как он был арестован в связи с четверным убийством, Ричард МакКроски признал себя виновным по 2 пунктам обвинения в убийстве, караемым смертной казнью, и по 2 пунктам обвинения в убийстве первой степени. В обмен на признание вины он был избавлен от смертной казни и в конечном итоге получил 4 пожизненных заключения. В чем Ричард признался своему адвокату. После ареста Ричард признался своему адвокату в том, что произошло в доме Нидерброков в Фармвилле. Отсчет убийств начался около 3 часов утра 15 сентября. Первой жертвой Ричарда стала Мелани, которую он убил в гостиной внизу. Затем парень поднялся и ударил Дебру дубинкой. Наконец он прокрался в спальню Эммы и убил ее. Затем Ричард оставался в доме с 3 телами своих жертв до 17 сентября. В тот вечер 4-й жертвой злодея стал Марк Нидерброк. Мужчина вошел в дом, чтобы проверить, все ли в порядке с его семьей. Но вместо бывшей жены и дочери наткнулся на МакКроски, который забил его до смерти дровоколом. После убийства Марка Ричард решил, что не может оставаться в доме. Он затащил тело Мелани в комнату Эммы, а затем попытался скрыться с места происшествия на машине Марка. Объясняя мотив для убийств, МакКроски сказал, что его главной целью была Эмма, которая заставила его почувствовать себя отвергнутым. Остальных он решил убить как вероятных свидетелей. Музыка виновата? После этого ужасного поступка СМИ поспешили задаться вопросом, виновата ли в его преступлениях одержимость Ричарда хоррор-кор-рэпом. Одним из самых известных персон хоррор-кор-рэпа, участвовавшим в разогревавшихся дебатах, был Марс, хоррор-кор-рэпер из Питтсбурга, Калифорния. Всякий раз, когда совершаются эти необъяснимые действия, многие винят трансгрессивные средства массовой информации, такие как фильмы ужасов и боевики, жестокие видеоигры или непристойную музыку. Тем не менее, нет убедительных доказательств причинно-следственной связи между жестокими материалами СМИ и актами насилия. А хоррор-кор – это жанр, которым наслаждаются миллионы адекватных людей по всему миру. Ричард МакКроски совершил это четверное убийство, потому что он был глубоко психически неуравновешенным человеком, пережившим жизнь, полную остракизма и насмешек. Когда единственная девушка, которая когда-либо проявляла к нему интерес, отвергнула его при личной встрече, МакКроски потерял контроль и пошел на убийства, о которых он часто фантазировал в своих песнях. Ричард МакКроски создал мир фантазий, в котором он изобразил себя темным, красивым и могущественным. Парень считал себя восходящей звездой хоррор-кор-сцены, но так было лишь в его мечтах. Однако, когда он наконец встретил свою виртуальную возлюбленную в реальной жизни, открылась правда. Неуклюжий и закомплексованный МакКроски не оправдал того образа, благодаря которому привлек и покорил Эмму. Точно так же, как на протяжении всей своей юности, Ричард снова испытал горькое чувство отверженности. Его избегала единственная девушка, которая когда-либо проявляла к нему отдаленный интерес. В настоящее время Ричард находится в исправительном центре Грин-Рок в Чатэме, штат Вирджиния. Сам он отказался беседовать с представителями средств массовой информации. Однако из интервью, данного одним из его бывших сокамерников, выяснилось, что МакКроски раскаивается в своих преступлениях и не обсуждает их с гордостью. Бывший сокамерник также поделился, что МакКроски не пользуется популярностью в тюрьме и в основном подвергается остракизму, хотя он заявил, что у МакКроски были избранные странные люди, с которыми он тусовался. Вспоминая Эмму, Дебру, Мелани и Марка. В родном городе у семьи Нидерброк был широкий круг друзей. Дебра была профессором социологии и уголовного правосудия в соседнем Лонгвудском университете. Марк служил пастором в местной пресвитерианской церкви. Несмотря на развод, бывшие супруги остались близкими людьми и играли активную роль в жизни Эммы. Девушка, в свою очередь, вела насыщенную общественную жизнь, хорошо училась в школе и надеялась на светлое будущее. Мелани Уэллс была молодой женщиной, которая двигалась вперед в своей жизни после того, как несколько лет назад бросила школу. Она усердно училась, чтобы пройти GED, экзамен, подтверждающий образование на уровне средней школы, и жила со своими любящими родителями, которые помогли полиции поймать МакКроски до того, как он покинул Вирджинию. Бессердечная жестокость Ричарда МакКроски и ужасающий способ расправы над жертвами не должны затмить радость, которую они принесли в жизнь всех, кто их знал.
Как вы считаете, кто виноват в том, что рэпер под псевдонимом Psycho Sam решил совершить массовое убийство? Повлияла ли на него мрачная музыка? Или основная причина скрывается в равнодушии Эммы? Возможно, трагического исхода удалось бы избежать, если бы не беспечность и доверчивость по отношению к онлайн-знакомому. Могла ли девушка, ее родители и подруга предвидеть, что, приглашая в дом неуверенного в себе музыканта, делают роковую ошибку? Делитесь своим мнением в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.